Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Всегда в начале работы думаю: господи, а сколько мелкотни, ну что хорошего может получиться? Поэтому долго не думаем, а начинаем работать. Для начала рисуем картинку. Линия горизонта, воздушный шар, солнышко. Еще можно добавить лес. При желании можно нарисовать и домики, и деревья. И сразу подберем подходящие ткани для фона. У меня оставались мелкие лоскутки. Сшили их вместе, получилось очень интересно. А сейчас из этих деталей соберем заготовку покрупнее. Очень интересно работать с мелкими кусочками. Результат получается очень оригинальный. Получившуюся деталь проутюжим и вырежем круг. Это как раз и будет воздушный шар. Тем временем займемся фоном. Пришьем темно-зеленые треугольники. Это лес. К нижней части пришьем деталь земли с травой и цветами. Определим место для аппликации. Но здесь у меня небольшая засада. Ткани для фона очень тонкие, они не будут держать аппликацию. Поэтому мы сначала сошьем изделие полностью, укрепим его подкладкой, а потом уже займемся отделкой. В эту работу хочется зашить все небольшие лоскутки. Операция утилизация идет полным ходом. Собирать лоскутки будем на полоске клеевого флизелина шириной 7 см. На сторону с клеем прикладываем и пришиваем полоски ткани. Чтобы нам не пришлось лишний раз обрывать нитки, работаем сразу с несколькими заготовками. Прошили одну, сразу же переходим на другую. А вот теперь можно оценить уже всю прелесть работы с клеевым флизелином. Проутюживаем заготовки и получаем плотные проклеенные ленты. И нам остается только их выровнять и отрезать все лишнее. Вообще, советую всем взять этот способ на вооружение. Сразу по окончании работы нашивать остатки на основу. Хранить их можно свернутыми в трубочки и при необходимости легко использовать. А теперь перейдем к нашей картине. Ей нужна рамка. Сначала мы ее обошьем узкими полосками темной ткани, а потом сделаем ряд из красивых полосатых полосок. Это панно будет висеть в детской комнате. Пусть ребенок рассматривает разные рисунки на ткани, познает мир. Закончим цветную рамку широкими полосками темной ткани. И приступим к изготовлению сэндвича. Для обратной стороны возьмем термостежку. Слой синтепона там совсем тоненький, но нам его хватит. Сколим все английскими булавками и простегаем нашу картину. Середину пока не трогаем, там будет рисунок и аппликация. Детали для аппликации пришьем к основе иголкой с ниткой, а уже затем пришьем на швейной машинке. Сначала наметим центральные линии. А уже затем пройдем по контуру зигзагом. Для того, чтобы подчеркнуть все линии, используем тесьму вьюнок. Вот здесь уже раздолье для вашей фантазии. Если хотите, то можете добавить еще другие элементы и фигуры.
Готовое панно надо подровнять, отрезать все лишнее. Затем обрабатываем края бейкой, прямой полоской ткани шириной 4 см. Сначала пришиваем к лицевой стороне. Затем отворачиваем на другую сторону, дважды подгибаем и прошиваем еще раз. Получилось очень интересное панно «Коврик на стену». Чтобы его можно было повесить на стену, на обратную сторону пришьем петли. В них можно вставить трубу или палку, привязать к ней веревку и повесить на гвоздик. Я улетаю на большом воздушном шаре, куда не знаю, куда не знаю. А вообще, этот воздушный шар – это напоминание об одном памятном событии. Картину шила в подарок для маленького мальчика. Это мой внучатый племянник. Все дело в том, что его будущий папа пригласил его будущую маму покататься на воздушном шаре. Это было в Екатеринбурге. И там, на высоте, он предложил ей выйти за него замуж. Конечно, она согласилась. Думаю, что эта картина будет напоминать им это событие. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!